Аккумуляторный пылесос – отличный помощник в делах хозяйских, который гораст и на сухую, и на влажную уборку. Всегда под рукой, много места не занимает, помогает быстро убрать последствия готовки, а в некоторых случаях и вовсе может играть роль основного пылесоса. Но так ли хорошо все на деле? Давайте разбираться. Навык пылесоса быть всегда под рукой – безусловно плюс. Особенно если он заряжен, если хранится на док-станции, с которой его удобно снимать, или просто умеет парковаться вертикально. Но что, если он разряжен? Время работы аккумуляторного пылесоса – один из возможных минусов, но не во всех случаях. Время ограничено – это факт, и чем больше мощности нам нужно для уборки, тем меньше пылесос сможет проработать. В редких случаях время работы без подзарядки может доходить до 75 минут в обычном режиме и до получаса в турбо. А дальше пылесос нужно либо заряжать, либо менять батареи. К слову, в коробку к некоторым пылесосам сразу кладут два аккумулятора. К примеру, модель Bosch Unlimited. Но давайте будем честны, стики держат заряд от 30 минут и дольше. Сомневаюсь, что кто-то пылесосит квартиру дольше этого времени. Разве что квартира площадью больше 120 квадратов. Но много ли таких людей? Сомневаюсь второй раз. Второй плюс – мобильность. Не нужно путаться в гофрированном шланге, не нужно искать розетки. Просто взял пылесос и пошел с ним туда, куда нужно. Более того, у подавляющего числа моделей всасывающий механизм съемный, поэтому можно и машину пропылесосить, и шкафчики, и ящики, и все, что только нужно. Но можно столкнуться с тем, что если квартира большая и мусора уж очень много, то нужно будет прерваться на то, чтобы опустошить контейнер. И это еще один минус таких пылесосов. При таких компактных габаритах сделать контейнер для мусора огромным – задача сложная. Минимальный минимум где-то 300-350 мл. Максимум, который удалось найти – 2 литра. Но даже если у вас модель с огромным контейнером для мусора, все равно не стоит его складировать. Тем более, что даже в инструкциях рекомендуют очищать контейнер после каждой уборки для эффективности и более продолжительного срока эксплуатации. Третий плюс – маневренность пылесоса. За счет того, что многие производители кладут в коробку всякие насадки, таким пылесосом можно достать везде. Потолки, стены, лестницы, пространство за диваном и так далее. Есть гибкие модели, которые позволяют не сгибаться при уборке под низкой мебелью. Есть модели с треугольной формой щетки, якобы для более удобной уборки углов и подсветкой, чтобы весь мусор точно оказался в контейнере. А еще в комплектации могут быть специальные насадки для уборки ковров и для влажной уборки. И тут можно столкнуться с двумя моментами. Первый – мощности может быть маловато для того, чтобы вытянуть пыль из-под плинтуса или толстого ковра. Второй – влажная уборка. Она представляет собой всего лишь протирание влажной микрофиброй и не избавит вас от полноценного мытья полов, но как минимум сократит частоту этого процесса. И последний момент – цена. И тут хочется сказать одно вместо 1000 слов. Подведем итог. Аккумуляторный пылесос – отличная история, но он не подходит для уборки толстых ковров или для наведения идеальной чистоты. Владельцам пушистиков очень даже и подходит, потому что в комплектации есть мини-турбощетка, которая отлично справляется с шерстью животных. Что касается больших квадратур, нужно просто выбирать товар с хорошей мощностью и длительным временем автономной работы. Например, тот же Bosch с 2 аккумуляторами. Напишите в комментариях, что вы думаете о таких пылесосах и хотели бы вы себе такой.